Всем привет! Росстат подвел статистику рождаемости. По его данным, в России женщины рожают первого ребенка ближе к 30 годам. Второго ребенка женщины чаще всего рожают в 30 лет, третьего в 31, четвертого в 33, а пятого и последующих детей в основном в 34 года. Демографическая ситуация в стране остается тяжелой. Как заявляла ранее премьер-министр Татьяна Голикова, за первые 4 месяца 2019 года смертность в России превысила рождаемость. При этом заместитель председателя правительства подтвердила, что показатели смертности в стране снижаются не так, как хотелось бы правительству. Если рассматривать новость о рождаемости на фоне проблем в демографии, то приходит мысль, что этим отчетом государство, возможно, хотело подчеркнуть потенциал женщины в укреплении демографии в стране. Из приведенной статистики видно, что каждый последующий ребенок рождается примерно через 2 года, а пятый ребенок обычно рождается женщиной в возрасте 35 лет. По этой логике, среднестатистическая россиянка к 40 годам может иметь минимум 8 детей. Хотя, возможно, Росстат просто хотел отчитаться о состоянии дел, ведь стимулировать рождаемость не входит в его обязанности. Однако эта новость, пусть косвенно, но все же навела нас на мысль о том, что народ не оправдал ожидания власти. При этом уходящей неделе это далеко не единственный случай, когда создается впечатление, что народ выставляется крайним. Так расследование МЧС показало, что основная причина возгорания лесов в Сибири – это неосторожное обращение с огнем. Обсуждавшаяся на этой неделе вероятность рецессии экономики страны, по мнению министра экономики Орешкина, также возникла по вине народа, а именно из-за закредитованности населения. Очевидно, что власть и народ хотят процветания своей страны. Однако, как показывают перечисленные события, проблема в том, что у власти и народа разные ожидания. Власть ждет, что народ будет сам о себе заботиться, а народ, в свою очередь, наоборот, ждет большего от государства. Непонимание властью народа порождает рост протестных настроений. Власть же с оглядкой на соседние республики, похоже, на всякий случай начинает просчитывать разные сценарии развития событий. При этом переведение стрелок на народ лишь усиливает градус общественного напряжения. В России живут прекрасные люди. Российской власти необходимо лишь принять народ таким, какой он есть, поскольку планы, построенные на основе иллюзий, проблему точно не решат. Друзья, такой была уходящая неделя, по мнению канала, обо всем с юмором. Пишите в комментариях о том, чем она запомнилась вам. Спасибо за внимание. Пока.